Так, привет, сегодня посмотрим коробку от звезды, модель Ту-160, российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, или же вот в английском наименовании Туполев Ту-160 Blackjack. Blackjack это по натовской классификации, у нас же в России он получил неофициальное прозвище Белый лебедь. Так, самолет производства. Разработка его началась где-то в 70-х годах в Советском Союзе, соответственно, производство в 80-х, а в эксплуатацию войска он в ВВС поступил где-то уже к концу 80-х годов, 87-й, по-моему, год, если не ошибаюсь. Самолет разрабатывали как часть ядерной триады Советского Союза, собственно, в его ядерном противостоянии с США и с блоком НАТО, со странами Запада. Во многом цель его производства была ликвидировать некую асимметрию, собственно, составных этих ядерной триады, в частности по ВВС. То есть, так как, например, посчитали, что наши бомбардировщики, стратегическая бомбардировочная авиация, которая должна нести была ядерные заряды, она уступает американской. В частности, говорят, что во многом именно производство самолета началось под влиянием оценки западного проекта, западного самолета B-1 Lancer, который даже визуально очень, в принципе, похож на данный бомбардировщик. Собственно, смысл был такой, что очень высокоскоростной сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, который должен на борту своем нести прежде всего ракеты с ядерными зарядами, то есть там определенно довольно большое количество ядерных ракет. Соответственно, при получении какого-то боевого приказа самолеты должны были взлетать, достигать, соответственно, насколько это возможно, воздушного пространства противника, и по заранее запрограммированным в эти ракеты целям для ядерных ударов, соответственно, эти ракеты выпускать, находясь, я так понимаю, на максимальном удалении от целей. Но позже, конечно, самолеты они переоборудовались, модернизировались для работы не только с ядерными ракетами, а также и прочими крылатыми ракетами, бомбами, которые могут быть, соответственно, просто свободно планирующие, сбрасывающие, неся и так далее. Собственно, самолетов таких было выпущено немного, это действительно достаточно такие уникальные машины, что-то, по-моему, в районе не больше 30 штук, так что, в принципе, даже каждый самолет, почти каждый самолет имел, собственно, имя собственное, именные самолеты. Разработка их была долгая, тяжелая, потом доводились, много было недостатков при проектировании, первоначальных выпусках, потом вроде их довели. Сначала при перестройка, соответственно, разрядка и так далее, даже распиливание некоторых этих самолетов в качестве ядерного разоружения, потом перестали, потом даже вроде как недавно приняли решение их снова производить, модернизировать модификации М2, но это не модифицированная версия. Соответственно, до сих пор они выполняют задачи. Соответственно, как раз в Сирии было первое их боевое применение против реального противника. И сейчас, соответственно, в украинском конфликте тоже они применяются. Соответственно, можно, кстати, заметить, что звезда это по лицензии ТУ это все делает, даже торговый знак печатает. Значит, у меня как раз коробочка, в итерации звезды подарочный набор. Это не потому, что я настолько с ума сошел, чтобы подарочный набор звезды покупать, а потому что просто магазин, который это как набор высылал, у них не оказалось других коробок, а они за ту же цену мне подарочный набор выслали. Заодно, кстати, можно и посмотреть такой подарочный набор звезды. Значит, на коробке, кроме бокс-арта, в принципе, ничего нет. На боковиках видно, что коробка уже новая, модернизированная, соответственно, артикул, кстати, 7002 и масштаб 1:144. Соответственно, не совсем, для звезды достаточно распространенный масштаб, они много гражданской делают. Для боевой авиации, 144 масштаб, в принципе, в 72 масштабе коробка, видимо, совсем была бы огромная, поэтому вот так вот. Соответственно, краски звезда и Тamiya уже, в принципе, совсем мало красок, кстати, дает. Это, собственно, у нас декаль тут напечатан, ничего больше комплектации звезда не дает, и зато дает информацию, что 153 детали, в принципе, немного, и достаточно большой размер готовой модели, аж целых 37 сантиметров. На другом боковике другие, соответственно, самолеты звезды, из которых экраноплан, достаточно интересная штука.
Ну и еще 2. Соответственно, да, что еще не сказал, что модель это собственная разработка звезды, насколько я понимаю. Соответственно, это не какой-то перепак, как можно было подумать, а действительно где-то в начале 2000-х годов звезда, собственно, сама эту модель разработала. Значит, давайте такой анбоксинг делать, да, посмотрим, что же у нас тут, собственно, в коробочке. Значит, напоследок и подарочный набор тоже глянем, так сказать, наверное, не будем сразу время отнимать по нему. А сначала все-таки уделим время модели. Так, собственно, коробка звездовская с верхней загрузкой. Но у них даже с верхней загрузкой частенько тяжеловато бывает извлечь что-либо из коробки. Так, внутри вторая коробка такая вот открывающаяся. Значит, тут по-звездовски стандартно пакеты с литниками. Точнее говоря, как обычно у звезды бывает один пакет чаще всего. Один пакет с литниками. Значит, пакетик с прозрачными деталями, литник. Небольшой достаточно. Кстати, на самолете катапультное кресло устанавливалось для обоих пилотов, что довольно интересно для таких крупных машин. Значит, листик декалей, собственно, то, что было на бокс-арте. И, собственно, кстати, инструкция. А где листочек предупреждений? Что-то нет листочка предупреждений. То ли этому набор... Да нет, набор не такой уж старый в производстве. Ну, почему-то не положили. Как же так мы... Листочек предупреждений, зато первый упаковщик. Ну, смотрите, самый первый упаковщик. Давайте, как обычно, с бумаги. Значит, что у нас... Значит, бумажка. Как обычно, буквально 2 предложения инструкции. Кстати, помимо всего прочего, можно сказать, что на вооружении самолет находился как российских, советских ВВС, так и некоторое время украинских, но потом там по некой договоренности частично эти самолеты были украинские распилены, частично переданы в конце 90-х годов России. Что помимо, да, руководства по сборке, ну все стандартная звездовская, раскладка литников, вот можно увидеть, что их в принципе литничков, ну, совсем что-то мало, я даже не знаю, где-то набралось-то 130, но, видимо, набралось, и сразу начинается инструкция по сборке. Кстати, достаточно, почему-то вот здесь вот конкретно они не пожалели листов, и все достаточно крупно у нас напечатано, начинается, я так понимаю, с крупных деталей корпуса и кокпита. Ну, там экипаж, да, не 2 у нас, точнее 4 человека у нас экипаж, я так понимаю, наверное, все катапультными креслами. Оснащены места, соответственно, сначала кокпит, пилоты и, видимо, остальной персонал, стенки какие-то разделить. Ну, понятно, в таком масштабе детализация достаточно небольшая, я так понимаю, вряд ли там даже, наверное, приборка как-то детализирована, как будет декалью, тем более через кокпит остекления ничего не будет видно. Устанавливается, значит, это все места экипажа, значит, корпус, наклеивается верхняя часть корпуса. Да, кстати, не сказал, что изменяемая стреловидность крыла у машины, соответственно, ну, по такой схеме работает, что когда, собственно, на переходе до более низкие, собственно, стороны крылья, так сказать, выпускает, когда ускоряется, собственно, выходит на эшелон, то, соответственно, их стреловидность, скажем так, уменьшает или увеличивает, как правильно сказать, даже не знаю. Ну, короче, угол делает вот такой и летит быстрее. Вот нам, кстати, на целых 3 варианта позиции дают, на целых 3 угла. Значит, дальше у нас идет, я так понимаю, хвостовое оперение, тут склеивается под сборка отдельно. Потом у нас идет, значит, много всяких сразу подсборок на одном листе. Хвостовое устанавливается на, собственно, корпус, сзади какой-то элемент тут подклеивается дополнительно, собственно, еще там что-то. Стенки кокпита, я так понимаю, ну, отсека экипажа, я уж не знаю, можно ли это кокпитом назвать. Пояснительные какие-то проекции у нас тут, видимо, чтобы понять, как что располагается. Вот появляется деталь из прозрачного пластика, даже, понимаю, 2, да. Она дана полностью, то есть вот эта вся штука, и то есть ее нужно будет закрашивать все, кроме, собственно,
ну, точнее, красить переплет, остекление, да, то есть прям по прозрачке, а вот это все оставляется, это не красить, об этом нам и говорят, ну, тут, конечно, маски, скорее всего, нужны. Значит, закрытое положение, я так понимаю, даются нам вариации некоторые на, возможно, это элементы для дозаправки в воздухе, какое-то приспособление, что-то такое, нам это не поясняют, но чисто по внешнему виду вроде так выглядит. Значит, тут же у нас сопла движков собирается под сборку. Вот двигатели, по-моему, насколько я помню, 4 двигателя, специально, по-моему, если не ошибаюсь, разработанные для этого самолета. Ну, хотя нет, наверное, ошибаюсь, не для этого самолета. Ну, достаточно уникальные вещи. То есть жрали, конечно, топливо они как не в себя, но и самолет летел быстро и далеко. Значит, вот, собственно, гондолы с двигателями. То есть тут, видимо, две подсборки, соответственно, 2 движка в каждой, можно сказать, гондоле, да. И всего 2 штуки. Потом дополнительные элементы тут, соответственно, оперения появляются. Вот сзади, ну, воздухозабор, тут еще что-то. В принципе, все достаточно подробно расписано, что видно, что для разных вариантов стреловидности у нас тут надо будет по-разному, собственно, некоторые обтекатели ставить. За этим нужно, конечно, внимательно следить. Потом, значит, я так понимаю, идут ниши с шасси и с вооружением. Тут тоже у нас надо следить, где что клеить, где что не клеить. Тут есть пояснение. Это, в принципе, довольно внимательно надо следить. Тут, возможно, у нас уже участвуют варианты какие-то, хотя это не совсем понятно, полетного и варианта на полосе. Хотя, кстати, вот не вижу об этом ничего, кстати, в инструкции. Обычно звезда в более поздних инструкциях это всегда явно показывает. Здесь, кстати, я вот пролистываю, вот прям нету именно такого вот разворота, где вы показали варианты сборки, да, только по ходу инструкции они как-то вот всплывают. Шасси можно увидеть, что из 2 полонин, собственно, выпущенное, наверное, шасси вот здесь у нас собирается, показано, соответственно, там оно будет довольно большое, обширное это шасси. Такая штука, собственно, нормально приземлялась. Вот видно открытое положение, вот как раз для выпущенного шасси вот показано. Но может быть, видимо, ну, точнее, не видимо, а может быть и закрыто. Ну, это, я так понимаю, передняя стойка, то есть это задние стойки, там, я так понимаю, по 2 на каждую сторону. Это, наверное, передняя стойка. Тоже, соответственно, показано, что можно открытое делать и закрытое положение шасси. Конечно, с закрытым собирать быстрее, но это, соответственно, на полетный вариант будет, наверное, не так интересно. Вот мы, собственно, доходим до отсеков с вооружением. Значит, не совсем пока чисто зрительно понимаю, есть ли вариации какие-то по вооружению, то есть есть ли тут с ядерными зарядами ракеты, вообще что за вооружение. Но, по-моему, насколько я понимаю, чисто по инструкции вариаций по вооружению, наверное, нет. То есть все, что вот у нас видно, вот эти самые так называемые барабанные установки с ядерными ракетами, насколько я могу судить. То есть это, видимо, самый исходный вариант вооружения, для которого, собственно, самолет изначально и разрабатывался. Ну, соответственно, 2, опять же, варианта, собственно, веселый, красивый, с открытыми отсеками под вооружение и закрытый, соответственно, просто полетный. Зато быстрый в сборке. Ну и, соответственно, финалочка у нас абсолютно черно-белая схема окраски, дешевая такая, бюджетная от звезды, соответственно, где мы можем видеть, что у нас, опять же, вот только с одной стреловидностью нарисовано, цветов очень мало, декали, видно, что именные вот самые, единственное, что видно, что на 3 именных самолета у нас есть декали, немножко отличающиеся по вариациям, соответственно, тут, наверное, по самим бортам можно, наверное, где-то найти в Википедии какую-то интересную информацию, что за самолеты, когда эксплуатировались, как вообще где сейчас находятся. Ну и краски перечислены, те же самые, тут, кстати, хорошо, да, в отличие от некоторых других наборов звезды, в этой инструкции все соответствует коробке, то есть там есть звезда, а не какая-то там Хамброу. Ну вот, и, кстати, вот, да, тоже с подарочным набором упрощенные краски, да, для тех, кто как бы не осилил, так сказать, не по финансам не тянет, значит, купить 6 красок звезды там или 6 красок Томии, те обходятся 4 красками. Ну, кстати, всегда интересовало, как звезда вот она объясняет, как бы вот, собственно, ну, в инструкции у тебя, допустим, 6 красок, да, используются, тут же есть, да, шаги, да, то есть где показано, как по звездовской традиции, да, вот какие узлы прямо на этапе сборки краси, соответственно, как понять, вот, ну, видимо, просто не использовать краски, которых там, собственно, которых в подарочный набор не входит, красить чем есть. Так, это, собственно, все по инструкции.
Давайте смотреть пластик, значит, все в одном пакете. Такой шуршащий такой пакет типичный для звезды. Все сразу тут. Так, сначала давайте посмотрим крупные литники с фюзеляжем. Значит, тогда повторюсь, что разработка звезды, соответственно, никакой не перепад. Все честно звездовское. Начало, то есть набору всего лишь чуть больше 20 лет. Новиночка фактически. Значит, расшивка, она есть как бы, но видно такое, я, конечно, не спец в авиамоделях, но по ощущениям, что довольно-таки уже заплывшая и слабо выраженная расшивка, то есть она чисто визуально просматривается, рельеф как бы ее особо не ощущается. Ниша, собственно, вооружения, ниша шасси, соответственно, ну, толкатели, понятно, все внутри. Детализация ниши шасси, ну, какая-то минимальная есть в плане того, что какой-то рельефчик, того не шасси, вооружение, ну и шасси тоже, да, ниша, какой-то минимальный рельефчик там есть. Как бы единственное, ну, хорошо, что по другим. Вот сопла двигателей сдвоенные, соответственно, ну, видно, что они, кстати, даже не глухие, а типа сделаны как сетки. И, в принципе, отлито, ну, для 20-летней звезды, в принципе, достаточно хорошо. Я не вижу явных дефектов, и сетки эти даже не заплыли облоем. Ничего тут с ними ужасного не произошло. Достаточно есть ажурные такие элементы, в принципе. То есть звезда и 2000 года, или 2001, не помню, она, в принципе, не так уж плохо выглядит. И второй, значит, литник. Это нижняя часть. Так, что-то фокус-то никак не наведется. Фюзеляжа, значит, примерно такая же история. То есть расшивка совершенно не глубокая, выглядит заплывшая. Может, изначально такая была. Стойки шасси, в принципе. То есть дефектов ликтия особо я никаких не вижу. Значит, соответственно, стойки шасси тоже вроде ничем не заплыли. Обои, ну, чисто визуально такого крупного не вижу. Может быть, конечно, тут по толкателям какие-то вопросы есть, потому что вот какие-то вот элементы, возможно, тут не совсем относятся у нас к детали, а больше технологии литья, тут какие-то дефекты. Ну, это покажет сборка. Соответственно, прям явных каких-то проблем. Да, 2005 год вот написано, я немножко накинул набору, думал 2001, но на самом деле 2005, то есть он немножко моложе, чем я думал. Вот такой вот. Значит, еще по крупным литникам. Что у нас тут? Как обычно, вот звезда все упихивает в один пакет, поэтому остается только уповать на то, что оно все не раздавилось там в процессе хранения. Значит, на отдельном, собственно, литнике у нас крылья, собственно, та самая изменяемая стреловидность. Вот расшивка такая же, в принципе, по качеству. Крылья в одну, ну, собственно, в одну деталь каждое крыло сделано, то есть не надо будет и склеивать. Это, кстати, хорошо. На мой взгляд, расшивочка, да, такая же, такая достаточно визуальная, но не рельефная. Значит, еще дополнительный элемент, вот, воздуховой забор двигателя, хвостовое оперение, тоже там в одну деталь каждый. Значит, тоже дополнительные детали двигателей, насколько я помню, ну, какие-то дополнительные панели, там все. То есть крупные детали, в принципе, ну, отлиты с виду, по крайней мере, достаточно, ну, качественно, приемлемо. У меня чисто визуально прям каких-то нету больших претензий. Значит, и что у нас? Значит, мелкие детали. Мелкие детали. Это у нас детали, значит, шасси. То есть колес довольно много, так как, в принципе, у нас задняя стойка шасси, она такая довольно обширная. И передняя, по-моему, тоже 4 колеса или 2, я не помню точно. Детали сопел двигателей. Собственно, они вот так вот отлиты в одну деталь. То есть единственное, что изнутри придется вот этот вот элемент убирать. Немножко, конечно, грустно это, но что поделать. Колеса, да, в две детали. Рисунка протектора нет, кому это интересно. Вооружение здесь же у нас, я так понимаю, да, как я уже говорил, вариаций по вооружениям, насколько я понимаю, никаких нет. Только, видимо, исходный вариант. Ну, собственно, два одинаковых литника. Опять же, дефектов по литью особо не видно. Но я чисто думаю насчет дефектов, потому что, скорее всего, пресс-форма, видимо, не очень сильно прям эксплуатировалась, потому что не думаю, что модель была такой уж прям дико популярной у звезды, хотя она довольно-таки интересная. Вот такие вот два литничка маленьких.
И последний конкретно пластиковый литник, это еще вот литник с крупными деталями, соответственно тут тоже детали гондол двигателей, 2 штуки, тоже расшивка такая же абсолютно, как и на предыдущих литниках, какие-то там варианты закрытых, видимо, отсеков вооружения и шасси, створки, детали фюзеляжа тут еще вот, ну в принципе такого же примерно качества, как и предыдущие крупные детали, толкатели на внутренних сторонах, то есть в принципе по литью оно все примерно довольно одинаково и ровно. Значит, помимо этого, литник, собственно, с прозрачными деталями в отдельном пакетике. Такой небольшой. Совсем. Ну, я бы сказал, чисто визуально выглядит не то чтобы очень. То есть, как бы вроде бы как бы прозрачный, но есть ощущение какой-то, не знаю, замыленности, что ли, мутности. Ну, на самом деле, вот всего этого большого вот остекления, на самом деле, прозрачными останутся вот эти окошки маленькие, это все будет закрашено. Ну, и там еще какая-то минималочка, какие-то осветительные, возможно, дополнительные наблюдательные приборы. Вот и все. И, собственно, декаль, которую звезда экономит, даже не кладет в отдельный пакетик, соответственно, на 3 именных самолета. По каждую сторону по надписи на Павел Таран, Иван Ярыгин и Илья Муромец. Я так понимаю, Иван Ярыгин и Павел Таран, видимо, реально существующие люди. Илья Муромец, ну, как можно понять, персонаж мифологический. Я, кстати, удивлен немножко Илью Муромцу. Я почему-то думал, что там каким-то видным людям от авиации давали. Но Илья Муромец, он к авиации, наверное, единственное, что бомбардировщик, по-моему, Первой мировой войны так назывался, один из довольно крупных. Больше не слышал, чтобы он к авиации как-то относился, разве что, может быть, Змеем Горыныча как-то бил. Ну да ладно. Так. Ну и, соответственно, элементы флагов. Вроде как бы так чисто визуально не вижу особых смещений. Красные звезды, в принципе. Ну, кстати, декаль очень маленькая, то есть самолет-то на самом деле огромный, скорее всего, технических всяких надписей на нем, наверное, в реальности довольно-таки много, но масштаб 144, они не стали как бы особо заморачиваться и нас мучить огромным количеством технически всяких сдвижных этих декалей, так что, в принципе, ограничились только самым заметным. Вот. Ну, собственно, что еще можно сказать? Это как у нас набор подарочный, можно рассмотреть, что же такое вот звездовский подарочный набор. Соответственно, вот такая вот интересная коробочка, которая одной штукой она даже заходит немножко в основную коробку, чтобы паковать можно было удобней. Значит, у нас перечислено, что, собственно, у нас на коробке у нас будет 4 краски и клей. Ну, не эти краски, да, то есть... Я так понимаю, конкретно какие краски, наверное, не указаны, да, иначе не пришлось бы каждую отдельную коробку. То есть краски могут быть совершенно произвольные, и коробка конкретного подарочного набора, я так понимаю, никак визуально не привязана к конкретной модели, с которой она продается. Так что давайте заглянем внутрь. А, да, я забыл. И что же мы там видим? Значит, кисточка. Ну, это, кстати, одна из немногих полезных реально вещей в этом наборе, наверное, будет. Ну, кстати, довольно паршивая кисточка. Ну, то есть, я так понимаю, кисточка колонок, кстати, колонок. То есть, достаточно, в принципе, должна быть качественная кисточка. Я уж не знаю. Честно говоря, визуально, как колонок это не выглядит. Это выглядит, честно говоря, как синтетика. Но я не уверен. Может, искусственный колонок? Кто знает. Чье производство кисть непонятно. Значит, 4 краски, соответственно, те, что у нас, собственно, звезда указывала в своей же инструкции. Голубой авиационный, белый, вороненая сталь и черный. Ну, в принципе, довольно нужные цвета, если считать. И очень маленькая баночка клея. Прям даже меньше баночки краски. То есть это как бы особые баночки звезды, понимаете? У них типичная баночка, они где-то в 2 раза больше. Вот это маленькие баночки для подарочного. А баночка клея... А, тут они, кстати, интересно. Смотрите, я вот этого не замечал. Видите, отдельная ниша под баночку клея. Баночка клея стандартная, но она утоплена. Она утоплена, чтобы когда мы будем, собственно, в нее
макать, ну, чем мы там, собственно, этот клей наносим, там, не знаю, кисточку, там, палочку, зубочисточку, то есть, чтобы у нас клеек этот самый не опрокинулся и не пролился, понимаете, да? Слушайте, какой, ну, я даже немножко удивлен приятно технологиями звезды. Вот, кстати, вот эта подставка, она, в принципе, да, вещь довольно полезная для такого вот формата баночек звезды, и, в принципе, в нее еще могут входить баночки акрила, которые сейчас широко продаются в России, вот там разноформатные, знаете, там у нас, по-моему, и кто только там, и Zip, и Arman Models, и там Pacific, они все в похожие баночки льют с такими крышечками, они, кстати, в принципе, подходят под эти, с некоторой натяжкой, подходят под вот эти посадочные места, так что, в принципе, вот такая вот подставка, она не такая уж бесполезная, как может подумать на первый взгляд. Ну и самое бесполезное, пожалуй, что есть в этом подарочном наборе, это, собственно, краски. Потому что я вам скажу, если как бы предыдущие годы у звезды ничего не поменялось, то вот эти, конечно, краски, которые у звезды не мастер акрил, а просто стандартный водный акрил от звезды, но это, конечно, просто полная дичь. То есть большая часть, конечно, этого самого модельного номенклатуры этих красок, но это просто, конечно, подкрашенная вода. Они предназначаются как под кисть, но как бы не кистью, да, не, упаси боже, аэрографом. Вы вряд ли добьетесь хоть сколько-нибудь приемлемого результата на модели, потому что, ну, просто вода. Ну, пигмент, то есть там дикая экономия на пигменте. Соответственно, ну, пользоваться ими можно, конечно, попробовать, да, подмазать. Вдруг, в принципе, они стали лучше, вдруг, не знаю, черный цвет там нормальный, вдруг какой-то еще вороненая сталь там может быть нормальная. Но, скорее всего, конечно, дико разочаруетесь. Поэтому, собственно, считаю, что эти подарочные наборы переплачивать смысла никакого нет. Ну, собственно, на этом можно закончить обзор модели от звезды. Ту-160, вот такой вот оригинальный Ту-160 от звезды.